И всем привет, друзья! У микрофона, как всегда, Рома, и вы на канале Clay Team. Сегодня у нас по-настоящему жуткий проект. Я слеплю доктора Харли Сойера, одного из самых загадочных и страшных персонажей новой главы игры Poppy Playtime. Этот персонаж вызывает вопросы и страх. Кто он такой? Почему он выглядит так жутко? И что с ним на самом деле произошло? Все это разберем в сегодняшнем видео. Также напоминаю, что в конце видео вас ждут работы подписчиков группы во ВКонтакте. Интересно? Тогда скорее подписывайся и ставь лайк. Ну а мы начинаем. Харли Сойер, известный также как Доктор, это не просто персонаж. Он – самая важная фигура в мрачной истории Playtime Co. Когда-то он был ведущим ученым и руководителем специальных проектов. Именно он настоял за созданием инициативы «Большие тела», программы, которая позволяла оживлять игрушки, превращая их в нечто живое. Но что-то пошло не так. Теперь он больше не человек. То, чем он стал, это результат его собственных экспериментов. Возможно, он сам неосознанно превратил себя в монстра, а может, это было сделано с целью, с самого начала. Как выглядит доктор Сойер? Если вы ожидали увидеть обычного человека в лабораторном халате, забудьте. Доктор Сойер выглядит по-настоящему пугающе. Его тело скрыто под длинным черным плащом, который напоминает о таинственных ученых на научных лабораториях. Вместо ног у него механические руки, словно он когда-то заменил их сам в попытке улучшить свое тело. Или это было наказание? Самое жуткое – его голова, точнее ее у него больше нет. Вместо нее телевизионный монитор. Но этот монитор не пустой, в какие-то моменты на нем появляется глаз. Он смотрит прямо на нас, живой, осознающий, жуткий. В трейлере видно, что у него есть хотя бы одна нормальная рука. Он медленно двигает ею, как будто изучает свое новое тело или ищет новую жертву. Но каким был доктор Сойер до своего превращения? На старых кассетах, найденных в игре, видно, что он изнурен, измучен, не выспавшийся. Судя по всему, он работал без остановки, одержимо пытаясь решить проблемы компании. Существует документ о проекте «Эксперимент 1188» «Большие тела», где сказано, что сам Сойер настаивал на том, чтобы лично заниматься экстракцией. Почему? Возможно, он не доверял никому свои исследования, или же он наслаждался процессом. Некоторые считают, что он был фанатиком науки и перешел черту, поставив эксперименты выше морали. Он не видел людей, только объекты для своих тестов. Но чем дальше он заходил, тем больше он терял себя. И в какой-то момент он перестал быть человеком и стал чем-то другим. А вот и финальный результат. Спасибо всем большое за просмотр. Не забывай подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Также буду очень рад подписке на мои соцсети, телеграм-канал, группа во ВКонтакте, где ты можешь публиковать свои работы и они будут попадать в следующие видео. Дзен-канал, группа в Одноклассниках. Все ссылки есть в описании. Желаю всем творческих успехов и до новых встреч. Всем пока-пока.